Всем привет, с вами Хикару, и сегодня я расскажу вам, почему все или почти все хейтят тему будущего в новых Call of Duty, и я в их числе. Я уже в некоторых роликах упоминал свое негативное отношение к сеттингу будущего в Call of Duty, и некоторые люди в комментариях тогда искренне не понимали, почему же все так хейтят колду за сеттинг будущего. Почему я, засранец, таки говорю, что задрало уже будущее, ведь разработчики колды, по их мнению, стараются заглянуть за рамки времени и создать фантастический завораживающий мир. А DICE и вообще халявщики взяли старьевый сеттинг, там и делать нечего. Ну давайте разбираться. Во-первых, скажу за себя, что я готов воспринимать совершенно любой сеттинг из любых временных промежутков и из любых мифологий, скажем так. Главное, чтобы сеттинг этот был глубоко проработанный, чтобы я верил в изображенный на экране мир, чтобы этот мир побуждал меня его изучать, чтобы в конце концов мне хотелось бы там побывать. Я не испытываю никакого отвращения к теме будущего, скорее даже наоборот, мне очень нравится эта тема. Я люблю фантастику, хай-тек и все дела. Не зря моими самыми любимыми игровыми мирами являются миры Mass Effect и Deus Ex. Сделать сеттинг будущего – это ни хрена не просто, как это может показаться на первый взгляд. Создать сеттинг будущего – это не просто взять, нарисовать футуристичную пушку, солдата в экзоскелете и внизу сделать надпись, мол, вот это 2100 год, будущее, ебать, жрите полной ложкой. Нет, чтобы сделать сеттинг будущего, надо реально продумать, как наш мир в нынешнем его состоянии может трансформироваться в тот мир, который имеет место в игре. Как наш современный мир из состояния А перешел в состояние Б, какие процессы при этом происходили. Продумать, как эти процессы могли повлиять на все сферы жизни людей – политическую, экономическую, социальную, духовную, в конце концов. Это комплексная работа, которая на самом деле требует безграничной фантазии и неимоверных трудов. Объективно, игру в сеттинге правдоподобного будущего создать намного сложнее, чем игру в сеттинге правдоподобного настоящего и прошлого. Да, я позитивно отозвался о том, что действия Battlefield 1 развернутся во времена Первой мировой войны. Да, DICE пошли по легкому пути. Им практически ничего не надо придумывать, только, грубо говоря, брать архивные материалы и переносить их в мир пикселей. В сеттинге будущего тебе нечего переносить. Тебе надо создать мир практически с нуля. Не футуристичные декорации, за которыми ничего нет, а мир, который бы жил. Ну или, по крайней мере, создавал бы правдоподобную видимость жизни. И знаете, не каждая студия способна на такое, поэтому, как по мне, пусть уж лучше некоторые идут по легкому пути, чем делают дерьмо. Возвращаясь к тому же Deus Ex, где мир мрачный, крайне антиутопичный, он неприятный. Но я ловлю себя на мысли, что, я бы пожил там, мне интересен этот мир. Я вижу, что в том мире, каким бы некомфортным он ни был, можно жить. И сама игра построена по принципу, что в созданный живой мир помещают какое-то сюжетное действие. А в Call of Duty все наоборот. Сперва, видимо, придумывают сюжетное действие, а потом его со всех сторон обставляют картонными декорациями. Разработчики Call of Duty создают лишь футуристичные муляжи, пушки, роботов, средства передвижения, но эти муляжи существуют только в рамках военных действий, протекающих в игре. Я не вижу, как тот или иной мир пришел к конфликту, как люди, в конце концов, живут в этом мире. Они вообще живут в этом мире? Или этот мир, эти декорации созданы исключительно для солдат и боевых действий? Да, это же шутер, конечно, этот мир был создан для боевых действий, скажете вы. Вот поэтому я и не верю в такие миры. Ведь война – это следствие мира. Чтобы началась война, нужно, чтобы пошатнулся мир, логично. Вся проблема в том, что мир-то в колде и не придуман, прикиньте. Откуда война-то взялась? За что я воюю? А за кого я воюю? Возвращаясь к тому же Mass Effect, где, во-первых, все по годам расписано, каким образом наш мир перешел в мир Mass Effect, как бы это фантастически ни было. Во-вторых, ты там видишь, как люди живут, как они общаются, какая там политическая система, как люди развлекаются, как они жрут и срут в конце концов. И принимая участие уже в боевых действиях, ты понимаешь, собственно, где ты находишься, зачем ты все это делаешь и какую цель преследуешь. Многие скажут: Хикарыч, ты ебанулся, что ли? Ты сравниваешь мир многочасовой РПГ с миром шутера с сюжеткой на 5 часов? Так в этом-то и проблема новых Call of Duty, в этом-то и проблема. Создать сеттинг будущего – это огромный труд.
Если разработчики думают, что могут вот так тяп-ляп нарисовать какие-то декорации пофутуристичнее и выдать все это за мир будущего, то может лучше и не надо так делать. Ведь тут ты либо каждый раз с нуля делаешь глубокий проработанный мир будущего, который все равно все будут пробегать за несколько часов, либо ты делаешь дерьмо. И разработчики колды вроде как и не хотят запариваться на этот счет, ну или их не запаривают, People же все равно схавает, сколько бы ни было негатива в сторону серии. Тогда есть ли вообще смысл делать непроработанное футуристичное дерьмо, если можно пойти по легкому пути DICE и делать игры про настоящее, про прошлое и спокойно срубать позитивный хайп? Может, Activision и разработчики новых Call of Duty искренне и хотят что-то придумать, как-то поразить игрока, но есть вещи, которые нельзя сделать на конвейере. Что ж, критикуя, предлагаю. Если уж вы, Activision, хотите делать колду только про будущее, экзоскелеты, роботы и лазеры, то создайте себе проработанную вселенную, одну, но со своими законами, историей и характером, и пихайте в эту вселенную все свои игры. Возьмите пример со своих коллег по высасыванию денег, киношников из Диснея, которые сейчас жестко насилуют вселенную Звездных войн. Сиквелы, приквелы, спин-оффы с джедаями, без джедаев, короче, целый ассортимент. И все это выглядит по-разному, но происходит в одной вселенной. И зритель, попадая туда, сразу понимает, как там все работает, по каким законам все существует, откуда все берет корни и так далее. Понимаете, о чем я? У них уже есть мир, и они в разные его части помещают разные сюжетные действия. Профит. Да, Диснею, конечно, досталась уже готовая вселенная, ну а вам, Activision, придется чуть-чуть поработать. Уж извините, да, из воздуха ничего не берется. Зато серия игр Call of Duty встала бы на новый уровень и стала бы нечто большим, нежели простым набором шутеров в картонных декорациях. Проработанный сеттинг, я уверен, позитивно повлиял бы и на сюжетную составляющую игры. Сложно, конечно, с нуля создать проработанную интересную вселенную, но если уж Activision встала на этот путь, то надо в этом направлении развиваться. А иначе даже с ремастерами Modern Warfare не удастся им всем втюхать свою следующую игру. Напишите в комментариях, как вы относитесь к сеттингу будущего в последних Call of Duty, может вас все устраивает, а может и нет. А также напишите, как Activision могла бы выйти из сложившейся ситуации с тотальным хейтом в сторону игровой серии Call of Duty. Не забывайте также оценить этот ролик лайком или дизлайком и подписаться на этот канал, если вы тут впервые. У микрофона с вами, как всегда, был я, Хикару. Успехов вам и пока!